Колян. Здорово, Ванек. Привет. Ты на поезде решил приехать? Да, ты мне такой билет купил. Че, пойдем гулять? Да, пойдем гулять по Мумбаи, Покажешь, пообщаемся, с чем живет проведем город. красивое время. Пошли. Ну не так уж, кстати, грязно, все чисто. Как-то ожидалось худшего. Видишь, Индия развивается постепенно, конечно. Че, мы вышли из этого вокзала? Да, вот он как раз за нашей спиной. Красивое здание, наверное, одно из самых красивых в городе. Первый такой в готическом стиле вокзал, наверное, я вижу за пределами Европы. Че, мы держим путь в трущобы. И знаешь что, давай посмотрим, какие залы вообще в Мумбаи есть. Это же бадминтонная страна? Или в Бадминтонная, Мумбаи больше крикет? Крикет, конечно, здесь стоит столпом и впереди всех, но бадминтон тоже не отстает, на самом деле, много. Давай посмотрим Залом, еще да. залы. Давай. Может быть, Да. бадминтон Open Camp пройдет в Мумбаи когда-нибудь. Если мы за эти 4 дня выживем тут, значит выживут все. То есть ты приехал разведать обстановку перед будущими... Конечно, надо. Расшири географию надо наших компов. развиваться, да. Едем? Давай, Коля, поехали. Ну что, мы осуществили мечту, да? Я люблю этот фильм просто очень сильно. «Миллениум из трущоб». И как раз вот мы в этом месте, где этот фильм снимался. Вот прям в этом. Да, Вот прям это здесь. трущобы Дарави. Место на самом деле впечатляет, потому что на этом закутке живет 1 миллион человек. И здесь очень большое производство идет всяких отшива одежды, мануфактурные маленькие предприятия здесь. И народ здесь работает круглый год. И достаточно большой оборот на самом деле. Что хотел тебя спросить? Чем вообще ты занимаешься в Индии в свободное время? Смотри, вопрос с чем связан. Во-первых, это вообще другая страна, другая культура. Понятно, у тебя тренировки, ты занят, там, отлаживание тренировочного процесса, коммуникации с своими ребятами, но надо же как-то развлекаться. Чем вот в Индии можно заняться? Как чем? Вот, понимаешь, Ходить? в такие места. Нет, ну, кстати, вон там идет, пожалуйста, то, что мы рассказывали. Но это мы сейчас на отдыхе, конечно, такой себе туристический маршрут организовали. Чем заниматься? Тем же, чем обычно люди занимаются. Ходить, кушать? Да, наверное, это одна из самых главных развлечений, пробовать разную еду. В Индии очень много, на самом деле, разных кухонь. Каждый регион имеет свои особенности. Мы с одних трущоб перешли на другие, на более цивильные. Ну, Какие конечно, здесь развлеку- нет такого изобилия, как у нас там, что касается театров, что касается различных там музеев. Это все равно не так обширно и не так представлено, как у нас в наших главных местах. Это качалочка. Это качалочка, причем приличная такая, на самом деле. Конечно, иногда, да, скучаешь по этим культурным развлечениям, а так все остальное это плюс-минус то же самое. Но вечером Вечером Что ты сходить делаешь? Что ты в вечером? ресторан, попить немножко воды, это самое лучшее развлечение для меня, расслабиться. С живой музыкой, да, на концерты в моем городе очень много живых бендов. Ну, это в барах, в ресторанах? Да, и можно найти очень хороших музыкантов, которые играют там всеми нами любимые хиты и музыку. А в твоем городе, где ты живешь, там есть трущобы? Нет, Там нет? нет, трущоб? нет. То есть это не в каждом городе. Хотя у тебя город не маленький. Да. То есть таких, конечно, как здесь. Ой, нас сейчас обольют, блин, здесь. Кстати, здесь говорят аккуратно, надо ходить, на тебя могут твои нечистоты. Могут вылить, могут Сейчас вылить. цветы поливали. Нет, такого, конечно, нет, как здесь. Ну, это такая, знаешь, это уже Кстати, визитная это карточка. Тут не пахнет ничем. Да И все не пахнет, культурно, а ты и люди народ. тут живут, посмотри, какая у них жилплощадь, посмотри, как они работают каждый день. Выживают просто. Но не сказать, что они прям выживают. Тут они смотришь, они не выглядят несчастными. Потому что уже, да, в Индии вот это вот и удивляет, то, что, казалось бы, в стране, где столько много бедных людей, они любят настолько свою страну и чтят традиции. И многие
возвращаются обратно, не могут без этого. Не сказать, что люди озлоблены, здесь будет, в основном добрые люди. Да, очень-очень приятные, добрые люди, как бы. К нам относятся очень дружелюбно. В целом, в эмоциональном плане здесь очень комфортно. Нравится мне работать, нравится окружение, которое помогает мне в этих делах. К игрокам я привык уже, тоже полюбил их. Тяжело уже. Они тебя как-то называют по-отечески? Ну, по имени-отчеству нет. Меня называют только тренер. Только тренер, да. Тренер, тебе придумали какой-нибудь? Не знаю, может быть, они как-то Кликуху. внутри тусовочек-то, может быть, что-нибудь они и придумали там, как-то меня называют интересным словом. Russian Ivan. Наверное, я бы уже заметил, или там кто-то мне Ты сказал бы, проболтал. чувствуешь отдачу от Ну них? да, Есть? мне, конечно, Есть? приятно с ними работать, они все доверяют, работают хорошо, играют хорошо, конечно, и много интересных ситуаций возникает, которые приходится решать. Ну вот, как-то так. Круто. Мы будем есть, надо что-то найти поесть. Надо найти. Да Но здесь бы я не двигаться. рискнул, конечно. Да ладно тебе. Нет, я здесь не рискну. Мы сейчас пойдем в хорошее место, в ресторан, и пустим индийской еды. Где мы? Мы на главной площади, в главном месте города Мумбай. Мы у ворот Индии. У ворот. Да. Ворот в Ворота Индию. В Индию, да. Это что? Ну это не отель. Это отель. Это отель. Это отель Тадж. Нашли красивое место. Это национальный парк Мумбаи. А что мы здесь собрались? Давайте я тебе задам вопрос, как ты можешь на него не отвечать напрямую, но можно порассуждать на тему. Давай. Когда же наши спортсмены будут выступать на мировой арене? Уже Смотреть два человека еще добавилось. Настя и Даша Харлампович. Они будут играть уже на ближайшем турнире в Азербайджане. И миксты они будут играть. То есть уже 4 человека. Видишь, да, уже 4 объекта обожания у российских фанатов бадминтона появилось. И Но история девчонок, она похожа на Максима с Родионом. То есть у них были какие-то проблемы со сборной, и они начали самостоятельно искать выходы на международные турниры. И в итоге они сейчас играют. ну, я тут всех подробностей не знаю, но слышал я, да, что они почему-то перестали ездить в сборную России. Не знаю, с чем это связано, но вот выбрали такой путь, на самом деле, участие на международной арене, нашли, видимо, спонсоров, потому что это самая главная, наверное, проблема для нейтральных спортсменов, чтобы был источник финансирования для международных стартов, потому что статья расходов очень большая, я думаю, не каждый сможет себе позволить такую роскошь. Но вот у них получилось, и ждем, конечно. Но что касается сборной, я думаю, что тоже это все сейчас как раз вектор сместился, и я думаю, Министерство спорта тоже как-то способствует участию наших спортсменов за границей. И я думаю, потихоньку тоже будет Почему ты так вести. думаешь, что способствует? Ну, Обычно, когда что-то, какие-то слухи всегда предвосхищают какие-то события. Ну, как-то попадаются новости, что наши спортсмены начинают выступать уже, ну, чуть ли не... Бадминтонисты? Не, я имею в виду в общей массе все спортсмены. И, может быть, то же самое коснется и бадминтона, и найдут какие-то способы как раз ездить на турниры. И в ближайшем будущем, я надеюсь, что как раз основной костяк сборной тоже поедет на международную арену, и там будет рубиться с лучшими из лучших. Странно просто, что сборная и федерация, наверное, никак не комментируют, когда вот они выйдут, сборники начнут играть. Потому что все-таки у федерации больше ресурсов повлиять на мировую федерацию, и больше ресурсов для своих спортсменов, то в сборной, чтобы они как-то вышли играть на международных турнирах. Нежели ты это делаешь самостоятельно. Ждем. Я думаю, что скоро это поменяется. Это что там? Коробка! А там она пустая? Да она пустая, блин, но она для фильтра. Так они, главное, с ней разговаривать, как с человеком. У тебя коробку украли. Да, у меня
Обезьяна украла сейчас коробочку из-под нашей аппаратуры. Но она несъедобная, она же Она не бросит. съедобна, она, наверное, сейчас попробует ее со всех сторон, может, отпустит. Но мы ее не поймаем здесь, потому что у них преимущество огромное. Мы не догоним, надо ждать леопарда. Надо ждать леопарда, леопард догонит. А леопард здесь загрызает, кстати, каждый месяц кого-то. Да, Кто гуляет один. Мы где-то на каком-то рынке. Вот О, понес. люди, да, перебирают машины. Вы недавно расширили географию своих сборов. У нас в том году добавилась Армения. Да, и планируются ли еще какие-то страны? И какой сбор, как так сказать, самый твой любимый? Я надеюсь, что самый любимый сбор будет в Индии. Здесь знаем. хорошая тренировка. Сначала ты тренируешь пальцы, разбираешь двигатель, а дальше носишь все это. Если без шуток, самый первый сбор, наш, помнишь? Тайский. Конечно. Таиланд, 2023, самый лучший сбор. Насколько там, помнишь, приехали? США, Индия, Гонконг, из Ирана. 7 стран. Да. Удивительно. Ну и будет ли еще какая-то страна добавляться? Есть такие планы? Страна будет добавляться, но Это секрет? Давай или не ты будем, давай не будешь, будем говорить. будешь говорить? Но географию надо расширять, потому что спрос, он есть, надо его как-то удовлетворить. Расскажи про людей. Зачем они вообще едут на этот сбор? Во-первых, это люди, которые точно знают, что хотят тренироваться, как-то улучшить свою игру, потому что у нас больше не про игры, хотя игры у нас есть, разные командные игры против тайцев, например, в Таиланде. Но это люди, которые точно хотят повысить свой скилл бадминтонный. Второе, это... Во-первых, не знаю, нам все попадаются как-то адекватно, у нас френдли такая атмосфера, и мы все чем-то похожи. Подход, наверное, у всех так более-менее одинаковый, все сейчас клиентоориентированы, но то, что мы, может быть, иногда так педантично подходим к тренировочному процессу и к организации всех сборов, чтобы сделать баланс между тренировками, досугом, чтобы всем было как-то комфортно, чтобы там лишний раз человек ни о чем не думал. Он приехал и отдохнуть, и спортом позаниматься, закрыл свои проблемы на неделю, потом вернулся обратно в свою рутину рабочую. Наверное, это как-то всем нравится. И нравится это нам, самое главное. Теперь еще тоже один вопрос. Тебе нравится Мумбаи? Да. Что ты можешь сказать про Мумбаи? Больше Ты всего- несколько дней здесь, да, находишься, и как тебе этот город? Я- Можем я- ли мы здесь? Сборы провести? Да. Не всем зайдет, это точно. Но я думаю, так, попробовать раз. Ну, один раз сюда надо съездить, это точно. Да, страна контрастов, город интересный. Но то, что рассказывают, там снимают там влоги, видео какие-то, какую-то жесть показывают, но мы особо такого видели. Ну, народ цивилизованный, никто тебя там вот так не хватает за карманы. Да. Нет такого, что тебе как-то тут некомфортно, не страшно. Все какие-то дружелюбные, Меняется, я говорю, Индия поменялась очень сильно за последние 20 лет. оккультуриваются, да? Да, конечно. То есть уже это другая страна. Конечно, вот это все осталось, да, естественно. То есть это потому, что люди этим живут. При Не этом эти злые. люди счастливые. Да, Им много не и надо. счастливые, улыбаются, и какой-то агрессии мы не замечали. Давай тогда, у нас скоро чемпионат Европы. Мы следим за кем? За Максимом и Родионом. Они единственные будут представлять Россию. Все-таки нейтральный статус. Все равно все понятно, кто за какую страну выступает. Давай прогноз. Шансы на Европе. Прогноз. Ну смотри, кого мы сейчас имеем в Европе? Самая сильная пара. Наверное, Попова. Хотя Аструб с Расмуссеном сдали позиции. Думаю, что Но они они могут фавориты. даже пропустить, да, могут и пропустить этот чемпионат Европы. А, вообще? Да, ну А все-таки, почему ты знаешь, думаешь? у них у датчан, они такое пропагандируют. Если не сильно готовы, если такая топовая пара чувствует, что могут проиграть, они лучше пропустят этот турнир. Потому что это, знаешь, То это есть, так... чтобы не давать шансов То каких-то есть на так будущее. сказать, что да, что я типа так не готов, я не поеду туда играть. Ну, есть как бы, смотри, вот сейчас Лунгард с Вестергардом, Поповы, Так. я думаю, это главные конкуренты, но и в целом Молодые датчане, которые второе место в Таиланде. их разбили сейчас, этих датчан, играет Кьяр с Кьяром, тоже хорошая крепкая пара. Но я думаю, по силам пацанам По силам что? обыграть. И я думаю, что по силам в 4 попасть вообще. Там уже дальше в полуфинале может быть все что угодно, 50 на 50 они могут и дальше пробраться. В Ну, 4, прогноз в зависимости, четвёрка. да, в зависимости от посева, просто им могут сразу же достаться Давай, смотри, если им достаются Попова, шанс Тяжело будет, но как будто процентов, Поповы, плюс, давай, процент, ну, я думаю, 30 на 70. 30 на 70. Почему нет? У Поповых, как бы так, знаешь, не самая стабильная пара, все-таки это одиночники. Вдруг они оба попадут в финал, два Поповых.
Возможно такое? Возможно, наверное. И, Но конечно, они- на пару они уже акцент не будут делать. Но они акцент не делают, они расслабленно играют, Да, и это им да. помогает. Я думаю, что, конечно, сложно будет с датчанами парням играть. С французами как будто будет попроще. Ну, там Росси еще, Адам Росси есть второе место, которое занял. Ну что я говорю, Лейн Венди, как же я забыл-то. Ну вот Лейн Венди в последнее время в прайме. Наверное, вот главные претенденты То на есть чемпионат Европы. То есть там подцепляться будет с кем. Будет 4-5 пар, которые, наверное, посильнее будут на данный момент сейчас, чем парни. При хорошем раскладе, при определенной доле везения, Ну, будем тогда надеяться и болеть. конечно. К сожалению, Максима и Родиона не допускают до чемпионата Европы. Это стало известно 23 февраля. Подробности можете почитать в нашем телеграм-канале. Каждый турнир теперь интересно наблюдать за ними, так что нормально. Я ни разу за морем не был. Сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселее и богаче, ярче краски, лето светлее. Только так же от боли там плачут, так же в муках рожают детей. Может, я не совсем понимаю быстрой выгоды тайных измен. Отчего же я чаще теряю, ничего не имея взамен? За какими же новыми благами вольным воля спасенному рай? Все бегут, притворяясь бродягами, пилигримы в неведомый край. Что задумано, сделано, пройдено. Бросил все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается Родина. Если Родина есть у тебя, оглянись на прощание, и вот она, под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля. С корабля.